Вынужденная самоизоляция заставляет особенно остро ощущать про окружающее тебя пространство и время, в котором пребываешь. И это для искусствоведа не пустые слова, поскольку, в общем-то, изобразительное искусство, и в частности живопись, они тесно связаны с изображением того, что окружает человека. И в отличие, скажем, не только от театра и кино, где все происходит в движении, то есть во времени, но и даже в отличие от литературы и музыки, где есть развитие сюжета, есть развитие темы во времени. В живописи, во всяком случае классической, старых мастеров, я не имею в виду достижения художников XX века, связанных с теоретическим направлением или с оп-артом, я имею в виду старых мастеров. Здесь эту тему приходилось решать очень специально, поскольку художник, работающий в любом жанре, и в частности в натюрморте, он сталкивается с этой дилеммой, что с одной стороны перед взглядом зрителя на произведение искусства, на картине, видна некая застывшая композиция, неважно, кто там, люди, звери, элементы натюрморта, и в то же время художник какими-то своими иносказательными средствами, чисто профессиональными, которые он всякий раз придумывает сам или которые ему дарует существующая изобразительная традиция, он решает эти проблемы всякий раз по-своему, всякий раз по-разному. Это особенно относится к жанру натюрморта. Собственно, само слово натюрморт, мертвая натура, это термин довольно поздний, его фактически ввели в обиход французские энциклопедисты, а до этого более ранее, особенно германоязычный регион, фраза «стиллeben» или «stilleben» по-голландски, «тихая жизнь», это изображение вот этого застывшего на плоскости картины мира предметов, мира вещей, которые окружают человека. И вот сейчас, оказавшись в самоизоляции, как всякий профессиональный искусствовед, я, честно говоря, очень скучаю по отсутствию возможности видеть оригиналы картин, с которыми я всю жизнь работаю в музее изобразительного Пушкина. С другой стороны, это заставляет как-то особенно подумать не просто о самих картинах, которые висят в залах музея, но и о других произведениях, которые тесно связаны с ними хронологически, типологически или чисто стилистически. Увидеть эти произведения чисто умозрительно, но в контексте творчества художника или той или иной эпохи или страны, в которой он творит. Об этом я постараюсь поговорить на нескольких примерах, которые находятся в нашем музее, но которые сейчас я буду показывать только в виде презентации на слайде. Так, разговор о натюрмортах Пушкинского музея, а точнее о специфическом типе такого рода натюрморта, его называют ученым натюрмортом, который посвящен изображению суетности всего мира, или vanitas. Vanitatum et omnia vanitas. Все в мире есть суета. Идея хода времени, она очень волновала художников в разные эпохи, начиная с позднего Средневековья, но особое воплощение получило, когда натюрморт сформировался как самостоятельный жанр, а это произошло в разных странах Европы почти одновременно в конце XVI века и было связано с появлением частного коллекционера, который хотел украсить свой дом или камеру какими-то приятными ему взгляду и мыслям произведениями. И вот натюрморты, помимо изображений цветов, фруктов, появляется особый тип композиции суета-сует. Я показываю картину художника Филиппа де Шампеня. Это французский художник, хотя он уроженец города Брюсселя, конечно, но это такое как бы своеобразная эмблема
на каменном столике изображение цветка тюльпана, все красивое, быстро вянет, изображение черепа, соответственный намек на суетность человеческой жизни, и изображение песочных часов. Думай о времени, о том, как его правильно проводить. И вот это изображение, сначала художники, как правило, изображали часы песочные, такой наиболее старый тип хронометров прошлого. Но вот в конце 16 века появляются уже и механические часы. И вот работа Вильяма Класса Хеды, голландского натюрмортиста, где изображен серебряный штоф, изображен запрокинутый стеклянный бокал, румор по-голландски называется. Это тоже символ того, что стекло, оно хрупкое, и запрокинутый румор, он тоже напоминает о том, что все изменяется в жизни. И в центре художник изображает часы, механические карманные часы. Это предмет роскоши, которым могли пользоваться далеко не многие люди. И здесь он тоже рядом с серебряным сосудом, рядом с стеклянным бокалом. Он напоминает о роскоши, но с другой стороны, эта роскошь, она на земле не вечна, она быстротечна. И часы в данном случае, с одной стороны, это хронометр, символ времени, с другой стороны, это тоже один из таких атрибутов роскоши. И вот теперь я перехожу к картине нашего музея, которая мне очень дорога, картина Винсента Лауренса ван дер Винна. Здесь этот сюжет трактован более многословно. Сам Ван де Винне, харлемский художник, ученик Франца Халса, совершил неудачное путешествие в Италию с группой своих молодых коллег. Они отправились в ознакомительную поездку, но не смогли фактически добраться дальше Франции, поскольку в Швейцарии в начале 50-х годов 17 века бушевала крестьянская война. Короче, там было масса всяких событий, художников брали в плен, они платили выкуп, в другом месте их, делающих этюды, какие-то наброски, изображения городов, принимали за шпионов, которые пытаются изобразить военные тайны и тому подобное. В итоге он не доехал до Италии, побывал в Швейцарии и в некоторых городах Франции, снова вернулся в Италию и стал писать такого рода натюрморты. Собственно, эту его биографию я рассказываю потому, что мы ее знаем, поскольку художник оставил воспоминания на 20 страницах, которые, естественно, он писал для себя, они долго не были опубликованы, опубликовали их много лет, несколько столетий спустя. Но я не о том. Я о том, что вот перед нами типичный образец Вани. Если в натюрморте, который я уже показывал, Филиппа де Шампеля, здесь это эмблема, цветок, череп, песочные часы, то здесь уже очень много предметов. В центре художник изображает стеклянную сферу, круглая сфера, символ мира, мундус. И там, как в оптическом зеркале, мы видим его автопортрет, и эта сфера, ее подставка на столе прижимает этюдный набросок красным мелом, на котором изображен, по всей видимости, сам художник. Вот его автопортрет из музея Франца Халса, а вот его изображение на натюрморте. Можете сравнить, насколько он похож или не похож. Здесь мы также видим изображение листка бумаги, на котором читается надпись «Вся слава мира есть пустое и обманчивое беспокойство». Это такого рода поучительные надписи, они часто присутствуют в голландских натюрмортах. Здесь мы видим книгу, помимо книги литературного произведения, раскрыта еще желтая книга с монограммой на обложке «М». Это амбарная книга, это учет того, что человек сделал, что он сумел реализовать, не реализовал, материальную ценность того или другого действия.
Буква М означает какую-то торговую, по всей видимости, фирму и тому подобное. Знамя на заднем плане – это символ воинской славы. И вот над знаменем в правом верхнем углу мы снова видим изображение песочных крестов. Все это вместе возникает на то, что жизнь суетна, жизнь коротка, и только произведенство, только то, что создает творческий человек, способно пережить его личную биографию. Это очень характерно для голландских картин XVII века, которые, в общем-то, иллюстрируют такую широко известную, даже поговорку о том, что что жизнь коротка, а искусство вечно. Витал Бревис, Арс Лон. И, в общем-то, художник, чтобы вы понимали контекст данной картины, писал другого рода натюрморты, подобного рода. Вот вы видите картину из собрания Парижского Лувра. Здесь тоже набор предметов очень похожий, есть песочные часы на этом плане, но нет сферы. И наоборот, вот эта картина, которая продавалась на аукционе Кристи несколько лет назад в Лондоне, здесь мы снова видим сферу, изображение, отражение в ней работающего в мастерской художника, давняя тема, которая восходит к знаменитому портрету Армельфини Яна Ван Эйка из Лондонской национальной галереи. Меняются отдельные предметы или повторяются снова это амбарная книга с буквой М, но идея в той или иной форме заставляет подумать о том, как мы тратим свое время, как протекает человеческая жизнь. И чтобы перейти к следующей картине нашего музея, созданной совсем в другой стране, в Испании, известным испанским художником Антонио Перед, я хочу показать его произведения. Это очень типичные. Вот, например, аллегория совести земной жизни, хранящаяся в Венском музее истории искусств. Здесь ангел держит стеклянную сферу, а нечто вроде глобуса. Над ним изображение императора Карла V. Это символ того, что Испания – империя, в которой никогда не заходит солнце. Снова традиционный набор атрибутов ванитас, потушенная свеча, изображение черепов. И снова опять часы и песочные, и механические, которые имеют такое богатое обрамление в виде готической башни. Эту тему художник развивает во многих своих произведениях. Вот, например, примерно такого же типа натюрморт, это картина из галереи Уффици, изображение ангела с глобусом, снова его венчает изображение императора, изображение цветов, драгоценностей. И снова здесь мы видим часы, и обо всем об этом напоминает еще изображение страшного суда. А идет человеческая жизнь. Каков итог человеческого существования, где Бог отдаст каждому то, что он заслужил в мире земном. И вот, может быть, самая известная картина этого художника «Рыцаря», вся жизнь – это сон, надпись на бандероле, которую держит крылатый ангел, спящий рыцарь, и снова вот эти изображения предметов роскоши, часы, маски, символ человеческого непостоянства, лукавства, многоликости, изображения цветов, которые прекрасно, но скоро завянут. Это такая очень подробная расшифровка того, что представляет собой натюрморт Ванитас. И вот, наконец, картина нашего музея, работа Антонио Переда и Сагала, натюрморт с часами, датированное произведение. Здесь нет ангелов, здесь нет погасшей свечи, здесь нет черепа.
изображение предметов роскоши, заморские ракушки, изображение сосудов стеклянных и керамических, и в центре часы парижской работы, очень дорогой предмет для того времени. Одновременно часы, движение часовых стрелок неумолимо продвигается. Это роскошь, это красота вечного мира, это вот предметный вечный мир, который человека окружает, и художник с огромным мастерством его изображает. И одновременно это намек на суетность всего. Время бежит. Об этом мы не должны забывать. Надо сказать, что данный натюрморт происходит из коллекции барона Кузвельта, прекрасная коллекция картин старых испанских мастеров, которую купил император Александр I в Амстердаме в 1814 году. И вместе с этим натюрмортом, как парный, был приобретен еще один натюрморт с поставцом, который в настоящее время находится в собрании Эрмитажа. На этом натюрморте с поставцом нет никаких черепов, нет даже часов, нет погасшей свечи. Но вот эта красота вечного мира, вот эта неповторимость, индивидуальная неповторимость каждой вещи, вот этот торжественный ряд, в котором эти предметы выставлены, совмещены рядом с собой, все это создает удивительно разнообразный образ пластического мира, его красоты, его совершенства. Но часы, которые представлены на картине Пушкинского музея, заставляют задуматься о том, что все в этом мире приходящее. И, в общем-то, вот эта группа натюрмортов, о которой я сегодня говорил, она возвращает нас к мысли о том, что всякое произведение искусства нужно не просто любить, воспринимать как некую объективную данность, которую мы видим, но и всегда учитывать тот мир мыслей и чувств, которые были характерны для той или иной эпохи, которую жил художник и который он вкладывал в свои творения. Так что будем думать о красоте мира и о времени, которое бежит.